Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, и на мой канал. Здесь будет интересно. Сегодня расскажу вам об интересном и важном феномене, связанном с тем, как люди, которые обращаются за помощью к психологам, воспринимают грядущий процесс, ну а точнее ожидания от него. И очень часто в эти ожидания закрадывается бессознательная неточность, формирующая итоговый ошибочный вывод, который во многих случаях становится причиной прервать работу или вообще не обращаться за помощью. Итак, давайте разбираться. Часто за годы моей практики доводилось слышать от людей, которые уже бывали у психолога или только рассматривают такую возможность, что для них важным и приоритетным критерием является фактор безопасности процесса психологической помощи. И вот когда просишь рассказать подробнее, что же понимается под безопасностью, оказывается, что речь идет на самом деле о желании безболезненности процесса. Но это очень сильно разные категории, и путать одно с другим – это как раз та самая ошибка восприятия. Что касается безопасности процесса психологической помощи. Да, она реальна и достижима. Специалист за счет своих знаний и опыта, понимания инструментов, которыми пользуются, плюс на основе оценки динамики состояния клиента, может и должен создавать безопасное пространство, в котором клиент будет уверенно транслировать свои внутренние состояния и переживания вовне, будет готов исследовать себя, идя по пути улучшения качества своей жизни. Таким образом, безопасность психологической помощи вполне себе достижима. Но вот что же с безболезненностью? И вот здесь как раз и раскрывается суть подмены понятий безопасности и безболезненности. Процесс психологической помощи может и должен быть безопасен. Вот только он не может быть совсем безболезненным. Это нереалистичное ожидание. Дело в том, что вот правильная боль – это необходимая составляющая любого процесса адаптации и развития. Это легко проследить на примере тренировок в спортзале. Психотерапия – это тоже своего рода тренировки, только в роли мышц выступает психика. Так вот, тренировочный процесс может быть безопасен, если человек соблюдает все необходимые меры. Но вот рост показателей силы или выносливости, например, не может обойтись без болевой составляющей, без составляющей преодоления. Правильная тренировочная боль – это сигнал о том, что организм эффективно адаптируется к нагрузкам, и свидетельством этому является итоговый рост результатов, то есть улучшение адаптации. Тогда как неправильная, то есть травматичная боль, наоборот, является признаком того, что организм плохо реагирует на нагрузку, и результатом является не только отсутствие роста результатов, но и полная невозможность тренироваться в принципе. Ну а теперь возвращаясь к психологической помощи. Правильная боль – это хороший признак, говорящий о том, что переживания и состояния проходят этап переработки и, если так можно выразиться, обезвреживания. Через этот процесс человек осваивает новый навык адаптации, где прежние дискомфортные мысли, чувства или модели поведения и отношений осознаются и заменяются другими. Освоение навыка и накопление опыта связано с пробами и ошибками. Еще раз подчеркну, элемент преодоления боли здесь хороший знак. Вот если болевой синдром в терапии имеет травмирующий вектор, то есть ведет к еще большему ухудшению состояния и снижению адаптивных способностей, тогда да, можно сделать вывод, что явно что-то пошло не так и не туда. И это будет говорить о качестве процесса или квалификации специалиста,
Однако снова обращусь к мысли, что так или иначе соприкосновение с болью – необходимый элемент психологической помощи. Другое дело, что эта боль должна быть правильной, то есть способствующей адаптации и развитию, а не травматичной. В завершении скажу, что процесс психологической помощи штука комплексная и для неспециалистов, а зачастую и для специалистов тоже, оставляющая много загадок, разобраться в которых не всегда бывает просто, но тем не менее необходимо. Среди вот таких загадок и неких неясностей особое место занимает подмена желания безболезненности безопасностью, приравнивание их друг к другу. И не получая безболезненности, человек делает вывод, что психологическая помощь в целом или конкретный психолог не являются безопасными. Да, иногда психологи могут быть опасными и причинять вред, ибо человеческий фактор в лице безграмотности и безалаберности есть в любой профессии. Однако сама суть процесса психологической помощи требует развития навыка адаптации, а это всегда сопряжено с тем или иным объемом болезненных ощущений. Вспомните хотя бы, как у младенцев зубы режутся и какой дискомфорт при всей полезности данного процесса это доставляет как ребенку, собственно, так и окружающим. Кстати, в одном из следующих видео я продолжу рассуждение о вопросе восприятия процесса психотерапии и вновь остановлюсь на теме боли, но уже в несколько ином ракурсе. Правда, это будет не сегодня. Что ж, а вот как раз на сегодня будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!